Всем здравствуйте, дорогие подписчики, уважаемые гости канала. Всех рада приветствовать. Как вы поживаете, как у вас настроение? Я надеюсь, у всех все хорошо. Сейчас хочу... С голосом все в порядке. Так, все. Хочу сделать для вас расклад на тему отношений. Отношения, так, как же назвать? Давайте так назовем. С кем у вас будут отношения? С новым, с настоящим или кто-то новый? Ну, в будущем, да, вы кого-то встретите. То есть, или как это правильно назвать? С кем у вас будут отношения, да? С кем-то из прошлого, с кем-то из сейчас, вот в настоящем времени, или же это будет новый человек из будущего, да, так скажем, вот так правильно, да. Все, определились. Сейчас хочу посмотреть для вас на кофейной гуще. Буду смотреть на кофе. У меня на кофе 3 варианта всегда, да, 3 чашечки. Выбирайте свои чашечки, можете выбрать по чашкам, можете выбрать по фигуркам, по ракушкам, да. Сегодня морская тематика у нас. Первый вариант, вот такая вот красная звезда. Второй вариант, бежевая ракушечка. И третий вариант, вот такая вот зеленая ракушечка. Прошу вас просто расслабиться, ни о чем не думать, ни о чем не волноваться, просто довериться, просто успокоиться, сесть и слушать, да, с кем же у вас будут отношения. Я сразу скажу, что так как я женского пола, да, женщина, девушка, я буду говорить от своего имени. Если меня смотрят мужчины, то прошу вас просто переводить на себя, да, то есть переводить, я имею в виду на себя, на мужчину, да. Вот, поэтому не буду обозначать расклад для женщин и для мужчин, вообще, в принципе, с кем у вас будут отношения, но чаще буду акцентироваться все-таки на, как от имени женщины, да, на мужчину. Хорошо, давайте посмотрим. Первый вариант – красная звезда, бежевая ракушечка. Третий вариант – зеленая ракушечка. Выбирайте свои варианты. Вы можете выбрать по чашкам, можете выбрать по фигуркам, либо же вы можете выбрать по тайм-коду, который будет позже в ссылках в описании этого видео. Я обязательно сразу же после эфира постараюсь поставить для вашего удобства, значит, тайм-коды, да? Хорошо, давайте посмотрим. Как у вас проходит воскресенье? Что ж падаешь ты, мой хороший? Как у вас проходят дни? Что вы делаете? Да, Господи, не падай, мой хороший. Кто-то к троечкам торопится, спешит. Напишите в комментариях, как у вас настроение. Ну и просто можете написать привет. Мне будет интересно ваше внимание. Хорошо, первый вариант – красная звезда. Давайте посмотрим. Какие же у вас будут отношения? Какие же у вас будут отношения? С кем у вас будет отношения? Пусть бумага будет здесь, чтобы я могла смотреть. Да? На кофейной гуще, мои дорогие. Я кофе варила по турецкому методу. Подготовила все и хочу сейчас для вас посмотреть. Так, давайте посмотрим. У этого человека очень густая шевелюра, да, волосы, очень густые волосы, очень много, вот как, если даже это мужчина, да, как бы у него длинные волосы, ну, как бы много волос. Сразу почему-то показали волосы. Ну, давайте посмотрим сейчас внутри чашечки. Какой человек у вас будет, с кем у вас будут отношения, с тем, с кем вы сейчас находитесь, да, или кто-то из будущего, или кто-то из прошлого. Сейчас посмотрим, что расскажет ваша чашечка по первому варианту. Кто выбрал первый вариант? Просто расслабьтесь и слушайте.
По первому варианту у человека на самом деле очень бурная жизнь, очень много спадов, падений, взлетов, да, и так далее. Какой человек, с кем у вас будут отношения? Смотрите, этот человек, у него очень почему-то сейчас вот по первому варианту, да, мне показывают четко его, внешность. Этот человек, он высокий, выше среднего, да, рост, выше среднего. У человека очень яркие глаза, вот выделяются глаза, волосы очень-очень ярко выделяются. Тело я не скажу, что худощавое, да, или вот стройное, больше, наверное, поплотнее, да, человек, но этот на самом деле очень симпатичный, да, человек. Могут быть острые черты лица острые, да, вот может быть подбородок острый немного. Мужчина, ну, если мужчина, да, мужчина здесь такой, немножко даже грубоватый, да, черты лица, как бы как-то вот так вот. Хорошо. Кто же это? Он из вашего прошлого или сейчас настоящее, или будущее? Сразу скажу, что у кого-то, так как это общий расклад, да, был брак и не один брак. Здесь как будто у вас был не один брак. Либо у вас были отношения. Вот знаете, сразу скажу вам, что во Вселенной, да, нету никаких штампов, печати, ЗАГСа и так далее. Вот с кем мы входим в сексуальную близость, да, это и считается брак. То есть и нужно от грубо говоря, до 7 лет, да, для того, чтобы разорвались эти нити, разорвались эти энергетические наши нити с нашими половыми партнерами, понимаете? Вот поэтому здесь может быть, то есть женщина, ну, человек, да, в принципе, который жил не с одним, да, то есть был вот брак, даже гражданский брак, без разницы абсолютно. Здесь был не одно отношение, да, было у человека. Очень много слез было, очень много обид какие-то, да, вот до сих пор, видите, у меня на карандаше это все отобразилось сейчас. Это говорит о том, что я очищаю вас от этого, пусть это все уйдет, останется в прошлом. Слушайте, здесь здесь будет не один человек, сразу скажу по первому варианту. Есть кто-то у вас из прошлого, который до сих пор морочит вам голову. Даже если эта женщина очень настырная, назойливая, да, женщина, ну, если мужчина, то то же самое. То есть здесь как будто бы немножко тот человек, у которого самооценка низкая, но он на низких вибрациях, я его не вижу, что он будет, вы будете с ним, да, как бы я не вижу этого. Но есть еще один новый человек, понимаете? Здесь есть новый человек, о котором я вам сказала, да, вот с такими... у этого человека тоже богатый жизненный опыт, жизненная дорога очень-очень богатая. Вот как будто бы, знаете, вот вы здесь, да, человек, который несет вот эти боли, обиды, да, до сих пор, как багаж без ручки. Вы тянете это все. Вы тянете от года в год, да, и эта тяжесть начинает вас просто еще больше давить на вас, и вы, ну, как бы, ну, зачем вы так делаете, не мучайте себя. Может быть, кто-то здесь устал от одиночества, такое тоже здесь круг, пустой круг, да. Это говорит о том, что вот циклично как-то все длится, и вы устали уже от одиночества, хочется уже, знаете, свою семью, свой быт, угол свой хочется, да, создать, стабильность, потому что здесь недостойные люди вас постоянно окружают по сей день, да, вот видите, по кругу они как будто бы вот в вашей жизни, знаете, у меня есть одна подруга, она, конечно, шутит, и мы с ней шутим, да, часто, и она всегда говорит, что я произвожу фурор на алкоголиков, маньяков и так далее, да, на низших слоев общества. На самом деле девушка, она безупречная просто, она модельной внешности, высокая, красивая, но вот в жизни всегда не везет, да, в том плане, что это вот шуткой шутками, да, в каждой шутке есть доля правды, как говорится, поэтому здесь вот как моя подруга говорит, как будто бы вот вы как магнит притягиваете вот неудачных мужчин, которые, ну, вообще
людей, да, не по вашей, ну, не, которые не стоят вас, вот так вот скажу, да, потому что у вас здесь есть обиды, которые вы несете в себе, и вы постоянно пытаетесь, знаете, даже вот, вот видите, везде, да, здесь пятна, все, то есть это все даже здесь выливается на мою белую скатерть. Это говорит о том, что ваши обиды уже льются через край. И ваше недоверие к мужчинам, ваше недоверие вообще к людям, да, в принципе. То есть у вас идет здесь такое отношение, как будто бы вы уже не доверяете, да, вы уже даже не доверяете, да, вы смотрите расклады, вы смотрите психологов, да, много причем, и постоянно, может быть, на одни и те же тематики смотрите, но как будто бы вы говорите: ой, мне там пророчат 3 года, да, одно и то же, а ничего не происходит. А почему не происходит, мои дорогие? Потому что вам нужно себя простить, вам нужно принять, потому что в вашу жизнь идет действительно вот этот мужчина, который несет вам, вот знаете, вот этот мужчина, я же женщина, да, все-таки давайте так сделаем, потому что мне сложно переключаться. Буду говорить мужчина, вы переведите на себя, дорогие мои мужчины. Здесь идет к вам мужчина, который с таким же багажом, понимаете? Он знает, да, через что он проходил, он будет вас понимать с полуслова. Как будто бы вот он включает какого-то дракона, да, вот здесь вот видите, да, и он ставит перед собой защиту перед людьми, и всегда защищается. То есть это как вот вы, да, вы тоже здесь защищаетесь постоянно. Я не скажу, что вы одинокий человек, у вас могут быть отношения, да, но вот вы как будто постоянно от этих отношений ждете какого-то подвоха, как будто вы ну, знаете, не все, да, не со всеми проиграется, но в большинстве я скажу, что случаев здесь человек, который как будто бы ожидает, что вот-вот произойдет что-то плохое, понимаете? Как будто вот-вот что-то будет, какое-то разрушение. Здесь у вас вы, знаете, с этим мужчиной познакомитесь через какое-то море, да, может быть. Понимаете? Как показать вам? Вот, видите? Как будто вот вы будете по ту сторону, этот человек будет по эту сторону, да? Мне кажется, что вы как будто бы уже знакомы с этим человеком, но не настолько близко, потому что здесь опять выходит пустота, да? Вы с этим человеком пока, может быть, либо вы познакомитесь вот-вот, потому что здесь это новый человек, да, сразу скажу, что это не из прошлого, это будет новый человек, да, возможно, здесь будут у вас связаны с языком, да, вопрос может быть разные языки, разные вероисповедания, то есть здесь может быть разный статус, да, вот как-то так, то есть здесь у вас будут различия, да, у вас будет различие между вами, но вот как будто ваши моря пересекутся, и вы действительно вот-вот уже встретитесь, понимаете? Человек очень такой, даже тяжелый, да, тяжелый в том плане, что недоверчивый, аккуратный, осторожный человек. Человек, который смотрит как бы вот в жизнь, да, смотрит в мир, но все равно тоже ожидает, вот знаете, какой-то подвох, вот как-то так. То есть здесь будет человек, но он сильный, он сильнее вас. Этот человек сильнее вас, это 100%. Здесь дух сильный у человека, да. Здесь пережито тоже много моменты, много было провалов, да, в жизни у этого человека. Так, что еще? Но скажу я вам вот что, дорогие мои. Вы прошли, вот вы уже прошли какую-то сильную трансформацию. Кто-то по этому варианту, может быть, сейчас разводится, да? Кто-то выходит из вот этих болезненных ситуаций в своей жизни, потому что здесь такой момент тоже есть. Как будто бы кто-то уходит от старого, да, и приходит и готов уже к новому. Вот кто-то из вас, может быть, разводиться сейчас, кто-то, может быть, разводится, да. Да, у вас будут крылья расти тогда, когда вы наконец-то
возьмете ответственность на себя и простите людей, простите те события, которые в вашей жизни происходили, и вы простите, в первую очередь простите себя, мои дорогие единички, красная звезда, моя дорогая. Кто слушает меня, да, я хочу сказать, чтобы вы наконец-то простили себя, потому что здесь есть сильные обиды, я прям вижу, понимаете, как показать вам. Вот это вот, да, это вот все, весь негатив, который вылился из вас, да, и вот здесь вот он. Это говорит о том, что здесь могут быть у человека быть сильные финансовые проблемы. Очень сильный это финансовый, да, дом. То есть могут быть очень сильные финансовые проблемы у вас. Недоверие, есть, знаете, ожидание плохого, подлого, да, вот как будто постоянно в вашей жизни происходят циклично какие-то негативные события, которые постоянно вас выводят из себя. Что это, о чем это говорит, мои дорогие? Вот вы скажите в мир, посмотрите и скажите, что люди мне помогают, и люди будут вам помогать. Вы скажите в мир, что люди делают мне говно, извините за выражение, да, люди мне гадят, и люди будут вам гадить, вы понимаете? Здесь нужно вам перебороть вот это. Вы многое уже прошли, да, благодаря, вот услышьте меня, вот это слово, благодаря вот этим плохим людям, которые вот так вот вам подножки, да, по жизни дают, вы стали сильным, да, но, может быть, вы сейчас скажете, да сколько можно уже эту силу таскать, сколько можно быть сильным, да, но я скажу, что благодаря этим людям вы сейчас можете переносить тяжести, да, казалось бы, 10 лет назад вы никогда бы не подумали, да, что вы можете вот это вот перенести и стать тем, кем вы сейчас являетесь, но сейчас вы действительно выходите из этого состояния, вы действительно сейчас выходите из состояния созависимости даже, да, вы выходите из состояния каких-то вот этих вот темных людей из вашей жизни. Скажу, да, вам, что есть у вас какой-то человек в вашем окружении, который постоянно пытается к вам вернуться, манипулирует, мониторит вас, да, но с этим человеком вы даже как-то внутри думаете, лучше старое, да, и я знаю, что ожидать от этого старого, чем куда-то в новое, а вдруг там в новом, да, опять это все будет. Вот как-то в таком роде. Я хочу сказать вам, что не надо, да, впускать вот этого старого, потому что вы правильно говорите, что вы уже знаете, что от него ожидать, вы уже знаете, что он может вам сделать. Здесь, кстати, вот этот мужчина, который у вас есть или который у вас бывший, да, и которого вы хорошо знаете, может быть, он зависим от каких-то искушений, да, это может быть алкоголь, это могут быть какие-то запрещенные препараты, это может быть даже человек, который сидел в запрещенных местах, да, свободы. То есть этот человек какой-то вот деструктивный, да, человек. И или, либо же, знаете, человек, который врет, да, то есть человек, который вот в низких, да, вибрациях, как вот так вот. Вот уходите от этого, потому что в вашу жизнь приходит заморский, так сказать, принц, мужчина, который вас увидит, вашу внутреннюю красоту, да, вашу внутреннюю красоту увидит. Как вы встретитесь? Вы встретитесь случайно. Я же говорю, вот опять, да, здесь море как будто бы будет, да, какое-то. Может, вы куда-то поедете путешествовать, да, и вы случайно его увидите. Это случайная встреча, чисто случайность. Но вот вы живете по разные стороны, может, это разные города тоже, да, разные страны. Здесь четко идет то, что у вас разные взгляды на жизнь тоже, да, разные мировоззрения разные. Кстати, этот мужчина может жить, ну, этот человек, да, в принципе, может жить где-то, где леса, да, где много деревьев. Может быть, это восточный мужчина, да, как бы. Вот это тот человек, который готов, да, войти в вашу жизнь и просит разрешения сейчас через меня, чтобы вы простили себя и открыли дверь своего счастья, да, открыли, знаете, врата, так сказать, впустили в свое сердечко, в свою душу человека, который идет к вам с добрыми намерениями, понимаете?
Да, я все знаю, да, я все вижу здесь у вас, что вы уже не доверяете людям, вы осторожничаете, потому что одно и то же происходит, циклично все происходит, постоянно какие-то предатели, злые, негативные, агрессивные люди встречаются. Вот я скажу вам, дорогие мои, что здесь идет отражение вашей души. Слишком много раз предавали, да, слишком много раз били по больным точкам, по больному месту для того, чтобы верить, да, для того, чтобы верить. Поэтому у вас и складывается вот это вот ваше чувство, поэтому у вас и складывается отношение такое, да, к противоположному полу, и вы как будто ожидаете подвоха, да, что вот опять это будет, опять вот это вот, знаете, полоса, и снова, да, вот я поверю, а потом получится, что он мне предаст. И так и происходит, потому что вы себе такое утверждение делаете. Понимаете? У вас сила мысли сильная, а вы делаете такое утверждение. Давайте посмотрим еще блюдечко. О чем скажет блюдечко? Я же говорю, этот человек живет в каком-то таком живописном мире, да, господи, мире. А может быть, у него такой мир, понимаете? И этот, ну, может быть, он в Сибири живет, где холодно, да, в душе, или, не знаю, на Аляске где-нибудь, а в душе у него весна. Но у большинства людей здесь проиграется, что у мужчины как-то вот природа, да, флора, фауна много. То есть здесь как будто бы вот он в природном, живописном месте живет, да. Почему-то я сейчас вот в голове идет озеро Байкал, либо он любит вот это вот путешествовать, да, то есть у него такое прям, знаете, очень-очень-очень богатый, вот и здесь, да, вот этот вот круг образовался на него, и внутри чашки это было, то есть у него очень-очень богатый мир, да, вот его ноги, как будто бы, да, видели очень много местностей, очень много всего. То есть здесь он мировой какой-то, да, человек. Давайте я сейчас еще посмотрю на картах, какой он все-таки. Какой он? Да, говорю же, много-много-много в жизни было всякое, всего много было отношения с женщиной тоже были, да, девятка жезлов, десятка жезлов, было много потерь у него, девятка мечей, было много потерь, любил, был мужем, может быть, да, семья была, но сейчас этот человек один, он ушел из этих двойственных отношений, и у вас вот с этим мужчиной будут какие-то общие, понимаете? У вас общее, то есть вы когда увидите этого человека, вы скажете, что о, ничего себе, да, вот как будто вы родного человека узнаете в нем. Вы узнаете человека, который пережил тоже много всего в своей жизни, да. Могут быть дети у этого человека тоже. И у вас, кстати, могут быть дети, да. И вот как-то вот даже вы с детьми как-то вот вы свяжетесь, да. Такое тоже может быть. То есть здесь идет такое... Да, понимаете? И вот у вас будет наконец-то та радость в семье, да, когда вы поймете, что оказывается же в жизни есть радость, оказывается можно, да, вот довериться мужчине, довериться женщине, доверить, если мужчина, да, вы скажете, наконец-то я могу доверить этой женщине своих детей. И если вы женщина, вы говорите, да, что я наконец-то могу с уверенностью быть спокойной и оставить своих детей этому мужчине, понимаете? Этот мужчина, этот человек непростой человек, да. То есть здесь вы особо, знаете, если вы работаете, а здесь у вас сложная, да, вот по чашечке, у вас сложная жизнь, у вас много проблем, много вот всякого, да, в вашей жизни происходит, разной смеси неприятной. С этим человеком вы действительно откинете. То есть этот человек будет излечивать ваше тело, вашу душу, ваше сердце, и вы наконец-то откинете от себя груз, вот этот непосильный груз, который вы несете. И вот этот вот багаж, помните, без ручек, который я вам сказала, от этого вы тоже избавитесь. То есть вы наконец-то придете к тому, что вы скажете, что оказывается, хорошо-то как, да, в жизни, оказывается, может быть такое, оказывается, счастье
есть, и счастье ждет меня, да, и как бы я достойна счастья, понимаете? Потому что здесь у вас будет очень много общего с этим человеком, а, э, много общего, много соприкосновений. Вы знаете, вот здесь сейчас по блюдечке я смотрю, да, независимо от того, что у вас будут разные, может быть, языки, опять-таки повторюсь, да, с этим человеком могут быть у вас разные языки. То есть вы будете понимать друг друга как-то на уровне души, да, вы будете связаны друг с другом как-то на уровне души. Вот ваши души, когда увидят, да, будет когда вот какое-то, знаете, как будто вот два сердца наконец-то увидят и схватятся, и вот действительно найдется, да, найдут отклик в друг друге. То есть здесь идет четко такое событие, что вы случайно видите этого человека, да, и несмотря ни на какие преграды, связанные с языками, связанные с отношениями, вообще с имущественными, да, какими-то различиями, вы с этим человеком быстро как бы соединитесь и быстро найдете общий язык. Здесь у вас идет этот человек для брака, потому что у него тоже есть опыт жизни, да, и у вас опыт жизни есть, и вы придете к тому, что сейчас нужно как-то уже он, знаете, здесь этот человек, он будет, да, больше инициатором, и он вас будет вытаскивать, как будто излечивать вашу душу, да, понимаете? Вам единственное, я рекомендую открыться этому миру и сказать, что не все пальцы одинаковые. Вот просто посмотрите, мои дорогие, не все пальцы одинаковые, да, то есть они разные, и также люди, мои хорошие, люди тоже разные, понимаете? Люди тоже не одинаковые. Если вам попадались такие мудаки, извините меня, нехорошие люди, да, то это не означает, что все люди такие. В мире очень много хороших людей, очень много. Просто нужно поверить и впустить, понимаете? Вот он говорит, открой врата своей души, своего сердца, чтобы я вошел в твою жизнь. Вот как-то так, мои хорошие. Единички, благодарю вас, красные звездочки мои. Итак, переходим ко второму. Я очищаю ваше пространство, я очищаю вашу душу, и пусть у вас все получится, мои дорогие единички. Пусть у вас все получится. Вот так вот. Итак, вторая чашечка. Анна, здравствуйте, дорогая моя, здравствуйте. Я за номер 2. Супер. Сейчас как раз будем смотреть. Вторая чашечка, бежевая, вот такая вот очень красивая, симпатичная ракушечка. Давайте у вас посмотрим. Что вас ожидает? С кем у вас будут отношения? Из прошлого кто-то, настоящий, или же из будущего, да? Давайте посмотрим. Так, ну, в отличие от первого варианта, здесь, конечно, у человека более ровно, да. Вот здесь по первому варианту женщина, ну вот вообще человек, в принципе, да, как будто бы решал все сам. Я сама, вот я сам, да. Здесь я такое не чувствую пока, да, вот по как бы общему состоянию я здесь не чувствую. Здесь идет у вас какая-то зависимость от другого, да, человека. То есть вас могут поддерживать, то есть либо муж, там, родители. То есть здесь есть такой момент. Так, ну давайте посмотрим внутри. Двоечки. О, какая чашка красивая! Офигеть, смотрите. Вы видите, да? Это что-то новое. Вот рубаха, видите? Видно? Да? Это говорит о том, что для вас, вот смотрите, это четко я вижу здесь рубашку, галстук, какой-то смокинг, да. Здесь мужчина, который очень так, вот почему-то я здесь вижу внешность, ну не внешность, а вот больше по росту, да, как-то вот по
ну вот по внешности, да, внешность не на лицо, нет, здесь у Рубахи нету лица, я сейчас вижу вот это его тело, телосложение, как у Дмитрия Дюжева. Вот кто знает этого актера, вот мужчина к вам идет вот такой, высокий, чуть ли не 2 метра ростом, да, здоровый такой вот, на самом деле мощный, мощный такой, да. Вы знаете, это новый, и он вот здесь на руке у него факел, да, вот какой-то, как будто бы, то ли лампа, свеча, факел, да. То есть здесь мужчина, который несет в вашу жизнь новый свет. Это новый человек, это 100% здесь у вас новый человек. Вы освобождаете себя, свою жизнь от всего, что вас окружает. Я почему и говорю, что вот в отличие от первого варианта, да, здесь, мои дорогие, осознанные души, вы на самом деле правильно делаете, что слишком много не берете на себя, вы слишком много не паритесь, да, в жизни, так сказать, вы особо, как сказать, не впускаете негатив, да, либо же у вас есть такая сила, которая не дана многим людям, при помощи которого вы очень быстро реанимируете себя. Вы как будто бы здесь в силах отходить, либо вы отходчивый человек, да, то есть вы правильно делаете, вы вот этот негатив, вы не держите в себе, то есть вы быстро освобождаете себя, да. Здесь, кстати, вашей добротой могут пользоваться люди, будьте аккуратны, вашей добротой, вашей, вы знаете, отзывчивостью, да, как будто люди могут пользоваться, но вы настолько светлый человек, у меня прям бабочки в животе от этого варианта, потому что вы как будто вот такой живой, да, человек, знаете, ну просто вы молодец, огромный молодец, потому что здесь человек, который оптимист по жизни, да, человек, который верит в хорошее, человек, который верит в лучшее, человек, который, знаете, всегда видит у вот этого человека стакан всегда наполовину полон, да, стакан всегда наполовину полон. То есть вы такой человек, который вы понимаете, что все зависит от вас, да, то есть вы здесь не перекладываете свои внутренние проблемы на других как будто бы, да, и тем самым другие люди может быть, здесь зависть идет к вам со стороны других людей, да, понимаете, как будто, вот видите, здесь чисто, да, а вот здесь, не знаю, видно, не видно, здесь капельки говорят о том, что за вами говорят, да, за вами сплетничают. То есть за вами есть люди, которые даже слюни, да, у кого-то текут. Видите, вот она, никак капелька не капнет. То есть это говорит о том, что как будто есть люди, которые даже вот противоположно, да, так сказать, пол, могут слюни, да, просто течь по вам, и не только слюни, не только слюни. То есть вы такой вкусный человек, конечно, да, вы очень вкусный. Вы такой, ну, вы молодец, вы, конечно, огромный молодец, это просто супер. Вы все правильно делаете, мои дорогие. Из вашей жизни плохое, негативное ушло, так сказать, да. Вы прилагаете усилия на то, чтобы оно ушло. А вообще вы не берете, да, на себя как бы негативно. Здесь идет цифра L, да, L. То есть что-то может быть связано с цифрой, господи, буква, прошу прощения, буква L, да. То есть здесь может быть у человека связано что-то с буквой L, да, может быть инициалы, может быть имени. Есть это, либо же этот город его начинается на Л, страна его, не знаю, Латвия, Литва, еще какие там, Лапландия. То есть может быть что-то, да, вот район, может, где он живет на букву Л. То есть здесь мужчина и номер 1, да. Номер 1, знаете, так интересно, здесь номер 1, сначала дерево, да, какое-то, и номер 1. Это говорит о том, что у этого мужчины очень сильный род, да, очень сильный род.
То есть здесь вот он принесет вот эту защиту для вас. Может быть, здесь человек сейчас смотрит меня, у которого немного близких людей. В плане того, что здесь может быть у вас вот, да, вы классный, вы радостный, вы оптимист по жизни, да, и так далее, но как будто бы вот в вашей жизни немного людей, которые действительно для вас, для которых вы важны, вот так скажу. Может быть, у кого-то здесь проблемы с родителями, с родственниками. Может быть, кто-то тут детдомовский тоже меня смотрит, да. Ну, расклад же общий, все-таки это важно. Вот этот мужчина к вам придет для того, чтобы дать поддержку свою, да, потому что это вот его рука тянется, и вот это дерево с единицей, это говорит о том, что этот мужчина придет к вам со своим сильным родом для того, чтобы оберегать. Вы видите, да, что он на всю почти чашку, понимаете? Он как вот, как ангел, да, вот так вот как-то вас вот так вот будет, да, оберегать, и как будто будет вам вот так вот светить, знаете, с этим своим факелом, да, или что у него там, как будто он вот вас будет, вашу жизнь, да, светить, ваши каким-то светочем, да, в вашей жизни будет. То есть это человек, который на самом деле будет нести в вашу жизнь защиту. Потому что вот здесь как будто бы сейчас даже есть в вашей жизни моменты, когда вас немножко, может быть, принижают. Да? Люди не могут видеть ваш позитивизм, люди не могут видеть ваш оптимизм, людей, вы как бы непонятны для людей, да, типа, какого хрена столько фигни происходит, да, а она радуется, или он такой радостный, чего это так, давай, не выделяйся, да, знаете, могут оскорблять вас даже как-то, а вот этот человек, он как, знаете, как защита, как гора какая-то, да, будет у вас, вот как, знаете, как это не хорошее сравнение, конечно, но вот как пугало же ставят в огороде, да, чтобы там от ворон, там от птиц защищать. Вот этот мужчина приходит в вашу жизнь как защита. То есть он придет в тот момент, когда действительно у вас будут вот сильное сотрясение какие-то, да. Может быть, вы здесь будете уходить от вашего партнера, потому что здесь пусто, да. Вы освобождаетесь, да, и вот этот мужчину вы впускаете в свою жизнь для того, чтобы он вас оберегал и он вас защищал. Ну хорошо, давай посмотрим его внешность, какой он, кто он. Это стройный человек, он высокий, он, ну, как стройный, в смысле, не то, что стройный, а не вот такой не распущенный, да, я имею в виду, там, фигура, там, ни живот не выпирает, ничего. То есть это человек, который упитанный такой, да, такой, ну, крепкий, скажу, вот так вот, ну, не худой, да, вот Дмитрий Дюжев, говорю же, вот как будто бы, я его как будто вижу, такой большой мужчина. Я не особо он мне нравится, но вот здесь, ну, я имею в виду в типаж, да, таких мужчин, но он как крепость какая-то для вас будет, знаете, вот так вот. Внешность он как-то спрячет. Здесь, кстати, может быть блондин, либо светлый, да, вот волосы, светло-русые волосы могут быть. Четко я здесь вижу его нос, а может быть, нос тоже выделяется, да, и какое-то, знаете, то ли родимое пятно у него на лице, то ли у него шрам какой-то на лице, да, ну, может быть, родимое пятно, либо же шрам у него есть на лице какой-то. Вот есть какой-то, знаете, как его, отличительное что-то на лице у него, да, вот, либо рубец какой-то, да, но этот мужчина, он закрытый для меня сейчас, я его просто вижу со спины, как бы он оберегает вас, и вот этот факел, да, держит, то есть это человек, который вас
защищает как будто от непогоды, защищает вас от, знаете, от многого, да. Вы будете как маленькая хрупкая девочка, такая лапочка, такая там, ну вот прям девочка-девочка, дюймовочка такая, да, рядом с этим человеком. То есть это такой большой, защищающий, как спина прям, знаете, вот прям крепкая такая стена. Хорошо, давайте посмотрим ваше блюдечко, что скажет блюдечко. Спасибо, моя хорошая, обнять вас. Ой, Анночка, спасибо вам тоже во благо. Я вас обнимаю, я вас обнимаю. Благодарю вас. С ним птичка. Может быть, Ан, может быть, ваш супруг, может быть, потому что здесь этот вот, он такой крепкий. Ну вот видите, здесь нос, да, его нос выделяется, вот как-то на лице у него, может быть, на носу какое-то, да, отметка, родинка, рубец, шрам какой-то, да, то есть вот что-то у него на лице, но его четко, видите, вот лицо, да, шея длинная, очень симпатичный человек на самом деле, и у него вот голова как лампочка, знаете, как будто бы вот он всевидящий, всеслышащий, да, и очень ясное, четкое мышление у него, очень много мыслей у него, да, в голове. То есть здесь целый мир, можно сказать, у него в голове. Человек может быть, кстати, предпринимателем. Да, то есть здесь человек может быть предприниматель, либо что-то такое, знаете, работа с какими-то движениями, с какими-то металл или, не знаю, вот какой-то, вот, знаете, человек, который занимается с какими-то перевозками, логистика, вот что-то такое, да. Но физически человек, конечно, очень сильный, да, очень сильный. Буква П образовалась, то есть Павел, Петр, либо фамилия, да, там что-то на П. То есть здесь может быть такое. Либо также еще П это может означать, что внесет в вашу жизнь, да, позитив. Такое тоже может быть. Но мужчина мне не показывает своего лица. У мужчины здесь четко идет то, что, как сказать, много вот как будто... Также, кстати, может быть, что-то там связанное с ораторскими деятельностью, да, ораторские. Может быть, он много разговаривает, либо переговоры, потому что у него здесь вот горловая чакра, да, у него немножко... Вот, пятая, да, горловая чакра, вишудха, у него здесь уязвимая. То есть она у него уязвимая. То есть у него горло может болеть часто, да, вот как-то так. То есть ему нельзя переохлаждаться и так далее. Ну ладно, это вот как-то часть того, что вышло, я сказала. Вот. Но в принципе крепкое здоровье, конечно, у него здоровье хорошее. Несет он в вашу жизнь позитив, несет он в вашу жизнь добро, да, это новое. Смотрите, вот если вы вот девочка, я же говорю, вот дюймовочка как будто бы, да, маленькая такая хрупкая девочка. То есть здесь может быть такое, что вы вот здесь может быть перерождение ваших же предыдущих вот настоящих отношений, да, которые у вас сейчас есть. Может быть, этот человек откроется для вас с новой стороны и привнесет в вашу жизнь какое-то новшество, да, потому что вы вот сейчас вы немножко чувствуете себя одиноко, да, какой-то вот вы одна здесь. Не видно? Вот вы здесь одна, закрылись, или вы от него прячетесь, или вы боитесь его, вот как-то так, да, и вы, он вот такой вот, весь такой большой, такой красивый, такой как богатырь, да, вот придет в вашу жизнь и скажет: такс, не грустить, не хворать, пошли в позитив, вот как-то так. Кстати, здесь может быть у вас в ближайшее время какое-то путешествие,
на «П», понимаете? То есть здесь может быть тоже какое-то в путешествие у вас планироваться. Здесь очень хороший вариант. Здесь хороший, и то, что мне нравится, что у вас чашка пустая, да, и что вы не берете, вы не, как сказать, не засоряете свою жизнь негативными событиями, негативными вещами, да, вы осознанный человек, вы человек, который многое в жизни увидели, но вот вас Бог всегда защищает, вас, ваша Вселенная, Божественная сила всегда с вами здесь, да. Кстати, это может быть также, вот это вот, да, вот эта фигура, это может быть также то, что вас оберегают высшие силы, да, здесь могут быть тоже такое. То есть вы должны понимать, что вы всегда под покровительством неба, да, и высших сил, и вам не нужно переживать ни о чем. За все ваши боли, кто вот эти вот сплетни, да, вот это вот все, которое есть у вас, это все говорит о том, что вы на шаг впереди от обычных людей, вы на шаг впереди от как бы от завистливых людей, да. То есть когда человек на шаг впереди, сзади всегда будут говорить, да, даже вот представьте, когда вы на очереди стоите где-то, да, сзади стоящие начинают обубнить, что-то там говорить, а вы понимаете, что сейчас ваша очередь дойдет, да, и вы сейчас пойдете туда, куда вам надо. Вот так же и в жизни. То есть вы знаете, что вы впереди, а сзади есть еще много, да, там, людей, которые что-то там бубнят. Просто реально вы не смотрите назад, а идите вперед. То есть здесь хороший вариант, здесь вы под покровительством небес. Поэтому благодарите Вселенную, жизнь, и вот особенно вот этого мужчину, если он у вас есть, или если он у вас есть, либо же когда он появится в вашей жизни, просто вам нужно быть благодарным за то, что он вас оберегает. Поэтому, помните, я вначале еще сказала, что вы особо и как-то, вот вы как будто под покровительством, да, вот как будто вам помогают, вы от кого-то, вы, может быть, не работаете, да, так, ну, как бы увлекаетесь своими делами, вот как-то так, да, может быть, вы в семью не тратите особо. Поэтому нужно быть благодарным жизни, судьбе за то, что вот выпало вам такое счастье. А это реально счастье, потому что в нашем мире, к сожалению, очень много всякого происходит. Если вы не слушали первый вариант, обязательно переслушайте и просто помолитесь за единичек, чтобы у них все было в жизни хорошо, мои дорогие. Вот такой вот получился второй вариант. Так, бежевый, да, в окошечко. Собираем себе вот. Анна, я за вас очень, очень рада. Я вас очень сильно обнимаю. Желаю, чтобы у вас было это счастье больше и больше и больше в вашей жизни. Во благо, моя дорогая. Итак, давайте перейдем к третьему варианту. Так, немножко отойдите. Третий вариант. Зеленая ракушечка. Заждались. Заждались. Так, зеленая ракушечка. Давайте посмотрим. С кем же у вас будут отношения? С кем же у вас будут отношения? Что это такое? Какие-то перемены, ветра. Что это? Зачем? Почему? Давайте внутри посмотрю, потом вернусь к этому, да? Вот оно что. Вы, понятно. У вас намечается дорога. На этой дороге вы встретите человека. Человек очень хороший, очень светлый. Вы знаете, вот видите третья чашка? Вы что-нибудь видите внутри, где все, где ничего? Это говорит о том, что вы опустошили вашу жизненную дорогу. Здесь только дорожка, да? Вы очистили свою судьбу, вы очистили, как вам сказать, вы убрали, вы знаете, когда вот в огород заходишь, да, и начинаешь что-то сажать, или вот вы начинаешь, да, там, ну, когда вот что-то, если кто-то сажал что-либо, да, либо просто даже цветы, кто сажал, да, нужно же уход за ним, да, убираться, там, сорняки убирать и так далее.
И вы понимаете, что когда вы это все сделаете, когда вы это все уберете, тогда у вас, будет хороший плод, да, у вас будут расти растения, а плоды будут правильные и так далее. Вот здесь по этому варианту я скажу, что третий вариант, мои дорогие, вы просто проделали, мега крутую трансформацию своей жизни. Вы прошли и вы вышли из очень-очень темных энергий, вы вышли, здесь вы, знаете, вы как проводник жизни, да. Вы такой человек, который вы очень четко знаете, что вы хотите, вы очень четко знаете, куда вы идете. Вы такой человек, который, знаете, вы, может, немного разговариваете, но разговариваете по существу. Вы такой человек, который многое в жизни пережил, да. Может быть, вам даже здесь 20 лет, 25, вы, может быть, юна и молода, да, сейчас, но как будто бы у вас очень душа мудрая, да, вот здесь у вас очень душа мудрая, у вас очень много светлого в жизни, в душе, вот в сердце у вас светлое здесь, понимаете? И как будто бы вот вы высвободили себя, вы убрали, понимаете, из своей жизни вот эти негативные моменты. Здесь четко у меня идет сейчас видение, да, видение того, что на вас были какие-то атаки, на вас были какие-то нападения касательно магического характера, да. Вы здесь как будто бы очень много боролись, да, с кем-то. Это не люди, это какие-то, я же говорю, здесь сильные, да, люди, здесь... Благодарю вас. Анна, спасибо огромное. 2 Анны у меня в чате, мне нужно загадать желание. Благодарю вас, мои дорогие красавицы. Здесь как будто бы вот вы, знаете, это очень неправильное сравнение, конечно, но все равно скажу, да, есть на теле нежелательные волосы, да, растут, и человек, когда их убирает, он становится такой чистый, белый, приятный, да. Вот вы как будто из своей жизни убрали вот эти вот волосы, да. Это говорит о том, что вы даже оборвали как-то связь со своими даже родственниками, которые вас подавляли. Вы с самого детства здесь человек, который с самого детства, он не такой, как все. Вот здесь вы не такой, как все, да. Много было падений, взлетов, вот все-таки, да, здесь высветилось. Не знаю, видно, не видно. Вот они, точечки, да. Падения, взлеты. То есть здесь вы как будто бы постоянно сами себя отстаиваете, да, вы как будто всегда сами себя защищаете. Здесь человек может быть одиноким. Ну, в каком смысле одиноким? В том плане, что у вас настолько душа мудрая, что вы кого попало в свою жизнь не впускаете. Здесь есть четкая у вас защита. Здесь, если вы понимаете, о чем я сейчас говорю, да, вы должны, точнее, вы должны понимать, о чем я сейчас говорю. Это говорит о том, что вы здесь явно делали, даже недавно, я скажу, магическую чистку. Очень сильная у вас была чистка, и я вас поздравляю, потому что у вас она прошла, у вас просто чистота полная. Единственное, остались вот некоторые, да, моменты, так сказать, пыль, да, протереть. Вот вы генеральную уборку сделали, осталось пройтись и пыль вытереть, да, как бы вот так вот. Вот здесь вам нужно просто вот эту пыль вытереть, и все. Но все-таки вопрос касательно отношений, да, было. Будут ли у вас отношения, это однозначно. У вас будут отношения и знакомства на дороге, на какой-то дороге. Дорога, смотрите, это не обязательно дорога, куда ты на машину садишься, куда ты едешь, не обязательно. Дорога, это может быть также означать вообще дорогу жизни вашей, да, то есть вот жизненная дорога какая-то, то есть какое-то важное событие в вашей жизни произойдет, я имею в виду, может, конференция какая-то, может быть, саммит какой-то, не знаю, может быть, как будто что-то вот связанное с передвижениями какими-то, да, вы здесь очень активный человек на самом деле, и вот на этой дороге у вас произойдут отношения, но я не скажу, что у кого-то проиграется, что здесь у вас есть уже человек, да,
и вы очень-очень-очень четкий, аккуратный, дисциплинированный человек, который не впускает кого попало. Вот я всегда люблю, я, кстати, люблю из восточных, вообще восточную поэзию, прозу, да, вообще, в принципе, я литературу восточную люблю, и мне очень сильно нравится Омар Хайям. Я просто, это безумная моя какая-то любовь к нему, да, и к его творчеству. И вот здесь у вас принцип по жизни, да, лучше быть одной, чем с кем попало. Лучше голодать, чем есть, что попало. Вот вы здесь четко понимаете, что если вы кого-то впускаете, независимо от того, это мужчина, женщина, кто бы это ни было, вы понимаете, что вы впускаете этого человека, потому что вы так решили. Да, вы не впускаете, вы как бы, знаете, незваных гостей никогда не ждете, да, вы четко знаете, что сейчас кто-то к вам постучится, вы знаете, что вам, вот, то есть здесь четкий человек, да, вы четкий человек, вы во многих смыслах такой человек, когда у вас есть четкая дисциплина, слово четко, прошу прощения за тавтологию, то есть здесь такое, да, идет у вас. Насчет мужчины, этот, да вообще, господи, вы такой сладкий, вкусный человек, что пытаются постоянно вас пробить, да, постоянно. Вот у вас стоит сейчас защита на доме. Защита на доме. Вот 4 точки, это вот если соединить, это получится дом, да, 4 точки. То есть по 4 стороны вашего дома стоит на вашем доме защита. На вашем жилье, на вашей работе стоит защита, четкая, ясная защита. Этот мужчина, который у вас появится, да, ну или вообще человек, в принципе, у этого человека ярко-ярко выраженные глаза. Может быть, он даже светлый, а глаза темные, да, вот как-то. Либо наоборот, он сам может быть брюнет, но я не вижу здесь, да, цвет волос, а глаза вот выделяются. То есть как будто какая-то вот такая, знаете, славянская смесь с восточным, да, как-то вот что-то такое. То есть здесь такой очень красивый человек, красивый. Вот есть симпатичные люди, да, а есть красивые. Вот здесь очень красивый. Внешность очень красивая у этого человека. Давайте посмотрим еще по блюдечку, что скажет. Помните, я вначале, когда еще чашку не открыла, я сказала, что это может значить, да, перемены, ветер какой-то. Это я теперь поняла о том, что вы в вашей жизни как будто снесли, вот вы снесли из вашей жизни негативных людей, вы снесли из вашей жизни те события, тех людей, которые вам привносят, или которые приходят к вам незванно, или которые приходят к вам без стука, да, то есть вы вот этих людей просто вот так, да, убрали, и у вас получается, что вот этот ветер от них остался, да, вот это вот осталось. Ну, давайте посмотрим еще блюдечко, что скажет. Вообще, вы просто крутой человек на самом деле. Здесь, кстати, может быть, вы занимаетесь практиками, да, какими-то. Может быть, вы очень сильный эзотерик, астролог, вы человек, то есть практик, да, рунолог, может, карты читаете, может, вы знаете, может, вы мастер сами, да. То есть вы, кстати, по этому варианту вот этот человек может заниматься с несколькими, да, несколько ремесло может быть у вас. Там, не знаю, начиная от счетов, заканчивая просто вязанием, да, творчеством, рисованием, художеством. То есть вы такой многообразный человек, да, у вас очень многогранная вы личность, да, и, конечно же, вас хотят, вас многие хотят, да, но вот в вашей жизни приходит человек, это новый человек, но у кого-то проиграется, да, может проиграться так, что он у вас уже как бы в окружении есть. Но здесь будет снова, да, вот видите, снова общение двух людей. Не знаю, видно, нет? Вот. Так, сейчас, секунду. Оп, не падай. Вот здесь идет общение двух людей. Вот один человек, вот второй человек, да, и у них на руках то ли кофе, то ли чай, что-то есть. То есть это говорит о том, что это какое-то, вот опять-таки, конференция, семинар, какое-то по работе что-то, да, фестиваль, театр, музей. То есть это как может быть после, да, шведский стол, где люди стоят, общаются, и вот вы увидите друг друга. Вот это вот как-то так может быть, да. Человек, кстати, может носить очки. Да, очки может носить.
Может быть, вы знаете, не зря, наверное, на вашем варианте вспомнила Омара Хайяма. Может быть, вы тоже любите Восток, вы любите суфизм даже, да, потому что здесь я вижу суфия, вот его головной убор, и вот он кружится, да. Это говорит о том, что вы легкий, несмотря на тот багаж жизненный, который у вас есть, несмотря на ваши знания, вы очень легкий человек, вы мудрый человек, да. Вы реально вот суфий, а вот здесь хвост русал, как будто, понимаете? Вы, у вас, знаете, у вас и верхние, да, чакры очень-очень сильно развитые, светлые, и нижние чакры. То есть вы как будто бы, вот вы как не знаю, какой-то уникальный человек, конечно. И, может быть, вам сложно, да, вот, исходя из своей уникальности, выбирать для себя, партнёра, потому что вам нужно, чтобы он соответствовал хотя бы какой-то частью вам соответствовал, потому что вы, освобождаете, очищаете свое окружение быстро. Вы не держите, да, вы не подпускаете, вы не этот, как его, вы не мелочитесь, да. Если вы понимаете, что вас что-то не устраивает, вы тут же отрубаете, обрубаете. Вы прощаете людей. Вы прощаете 1 раз, 2 раза, 3-го раза не дано. Вы не будете прощать 3-й раз, вы просто закроете эту дверь, эту лавочку, да. То есть вы не будете такой позволять. Здесь человек не позволяет к себе неуважительного отношения. Вы здесь цену себе знаете. А если это не ваш вариант и с вами не проигрывается, мои дорогие, лучше переслушайте другие. Еще 2 варианта есть, да. Красная звезда и бежевая ракушечка. Потому что здесь четкий человек идет, опять четкий. Слово четкое. Я хочу, знаете, посмотреть на картах, потому что я здесь не увидела его характеристику. Сейчас посмотрим. Мои дорогие, если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Обязательно. Пишите свои комментарии, ставьте свои лайки. Это очень важно для меня. Это такая поддержка с вашей стороны. Я вообще, пользуясь моментом, хочу поблагодарить всех моих новых подписчиков. Я хочу поблагодарить и обнять вас каждого, да, и сказать, что если не вы, то не было бы меня, как говорится, да. Я делаю это все ради вас, для вас. Да что ж такое падает и падает. Поэтому это важно для меня. Мне важна ваша энергия, ваша обратная связь, и для того, чтобы у нас был правильный взаимообмен, да. Хорошо, давайте посмотрим, какой же это человек. Вот так интересно, я же говорю, дорога, да. Это так интересно, что у этого человека тоже пошла трансформация. Он разрушил свое старое, вышел на 0 и идет к вам. Понимаете? То есть здесь вы встретите своего... Смотрите, я когда вот делала, не помню, когда мне писали, вот мне там 60 плюс, что-то там и так далее. Еще раз вам скажу, я всегда это говорю, цифры в паспорте, возраст, это всего лишь цифры, да? Это всего лишь цифры, это набор цифр. Без разницы, сколько вам лет, без разницы, абсолютно. Человек, я же говорю, здесь может быть 25 лет, но душа, которой очень много лет, да. И здесь может быть человек, которому 60 плюс, опять-таки, да, но в душе вы очень молоды, в душе вы очень активны, очень красивы. И поэтому никогда не нужно закрывать ограничениями свою душу и ставить ограничения и говорить, что ой, там мне 60 плюс, какие отношения, да ну и так далее. Неправильно это. Потому что счастье не говорит, не спрашивает, не просит у вас разрешения о том, когда к вам прийти. Если вам надобно, да, к вам оно придет. Поэтому откройте свою душу, потому что здесь к вам идет человек, у которого тоже есть разрушение. Может быть, после развода этот человек, потому что он вышел из сложных отношений и приходит к новому. Это новый человек, да? Этот человек новый. Может быть, он проездом будет в вашем городе. То есть это человек, который в вашей жизни новый человек. Да, опять дорога. Понимаете?
Это новый человек в вашей жизни. Приходит для того, чтобы наконец-то сказать вам о том, что вы императрица. Приходит для того, чтобы сделать вас своей женой. Если женщина смотрит, да? Сказать, что вы должны быть тем, кем вы, кто вы есть, да? А вы есть у меня императрица. Да, здесь верховной жрицы не хватает, честно. Потому что вы такой сильный человек, духовный человек, да? Вы очень духовный человек, очень мудрый человек. Вы знаете, контролируете ситуацию в жизни. Вам нету никаких преград и помех, да? Вы где надо любите, где надо можете уколоть, да, и так далее. То есть вы, вам палец в рот не надо класть, да. Иерофант, он идет к вам для брака. Этот человек идет для брака. Этот человек идет для того, чтобы сделать вас женой, для того, чтобы стать вашим мужем. Этот человек идет для того, чтобы наконец-то сказать и показать вам истинное счастье, да, хотя вы и так знаете, что вы достойны счастья, как бы особо вы и не паритесь. Вот такой вот вариант получился. Благодарю вас, троечки. Обязательно напишите, так ли это и есть, такой ли вы человек. Мне будет очень приятно почитать. Безумно было приятно делать для вас такой расклад. Я чувствовала каждого из вас. Мне важна энергия каждого из вас. Я чувствую, да. И я понимаю, что когда вы относитесь с благодарностью, это дает для меня еще больше сил. Когда вы нажимаете на лайк, да, это дает еще больше сил для дальнейших моих работ. То есть я еще больше могу для вас делать полезного контента. Если вам понравилось, обязательно нажимайте на кнопочку «Нравится» или «Не нравится». Это тоже показатель. Я желаю каждому из вас истинного счастья. Счастья, действительно. Каждый человек заслуживает счастья. Каждому человеку дано быть счастливым. Каждый человек приходит в эту жизнь не для страданий, запомните это. Каждый человек приходит в эту жизнь для того, чтобы испытать истинное счастье. Но, увы и ах, есть некоторые люди, которые привносят, да, негатив. К сожалению, да, это всегда было, есть и будет. Но вы достойны быть счастливым. Так позвольте счастью зайти в ваш дом, войти в ваш дом. Позвольте счастью прийти к ваше сердце. Пусть оно всегда рядом будет. Я на этой ноте прощаюсь. Если вы не подписаны, мои хорошие, подпишитесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые уведомления. Я вас всех обнимаю, целую и желаю вам хорошего дня. Пока-пока.